Название Аками произошло от так называемой бритвы Окама, принципа которой предполагает отсечение всего лишнего для достижения оптимального результата. Создавая Аками U100+, инженеры компании решили отказаться от модных и бесполезных функций, таких как распознавание предметов или вибрация салфетки, и сфокусироваться на действительно важном – мощность всасывания. Прокачали ее до 5000 паскалей, чтобы робот убирал ковры не хуже ручного пылесоса. Навигация с лидаром. U100 должен объезжать высокие препятствия и не оставлять необработанных участков. Функции приложения, чтобы можно было для каждой комнаты настроить нужные параметры и определить очередность. Ну и не забываем про фирменное качество сборки, оно, как всегда, должно быть на высоте. Что получилось из такого подхода? Почему Аками U100 стоит почти 50 тысяч? И самое главное, что значит отметка плюс в названии модели? Попробуем разобраться. Всем привет на канале Best-Robot. Аками U100+ поставляется в двух коробках, фирменной и транспортировочной, так что все аксессуары доехали в сохранности. Робот-пылесос. Детально рассмотрим его через минуту. Док-станция. Адаптер с евровилкой. Основные и запасные щетки. Запасная салфетка. Еще одна уже установлена на модуле для влажной уборки. Пульт управления без батареек. Кисточка для обслуживания. Запасной HEPA-фильтр. Пылесборник со съемной дверцей. Вот она. Набор инструкций на русском языке и серьезный гарантийный талон с печатью и голограммой. Комплектация хорошая. Есть все типы запасных аксессуаров и съемный контейнер, что сегодня встречается крайне редко. Характеристики на экране. Из интересного можно отметить высокую силу всасывания и драконовский ценник. Но об этом я уже говорил во вступлении, так что сразу переходим к пылесосу. И глядя на него, сразу хочется повторить фразу, которой я описал комплектацию робота. Сегодня такое встречается крайне редко. Но в данном случае это уже не комплимент. Шайба с прямыми кромками и классическим бампером выглядит слегка устаревшей. Хотя крапчатая панель, конечно, выделяет ее на фоне конкурентов, это стоит признать. С габаритами все в порядке. Высота меньше 100 мм, а диаметр всего 330 мм. Это должно помочь маневрировать между ножками стульев. Лидар с датчиком давления. Застреваний под мебелью не должно быть. Перед лидаром две механические кнопки для запуска уборки и возвращения на базу. Индикация ненавязчивая, это плюс. Не будет отсвечивать ночью. На правом боку боковой датчик, тумблер и гнездо для подзарядки вручную. На левом боку динамик и фирменная наклейка, чтобы у нас не было сомнений в подлинности данного девайса. Сзади вставляется один из двух модулей. Первый. По умолчанию установлен контейнер для влажной уборки. Внутри можем разглядеть насос, подающий воду на салфетку. Шкала на 300 мл, но в бак вмещается 360. Салфетка устанавливается на липучке и смачивается через два отверстия. Впереди есть отсек для мусора, который будет заметать щетки. Во время влажной уборки мотор останется в пылесборнике, поэтому засасывать соринки пылесос не сможет. Второй. Если нужно сделать сухую уборку, устанавливаем пылесборник. Вот клемма для питания мотора. Задняя стенка съемная, чтобы выбрасывать мусор, а для чистки фильтров используется отдельный люк. Помимо HEPA-фильтра есть съемная капроновая сетка и несъемная металлическая. Через нее выходит воздух из моторного отсека. Главный недостаток такой конструкции в том, что пылесборник нельзя промыть водой, только вытирать тряпочкой. Теперь узнаем, что под днищем. Поворотный ролик, колеса с независимой подвеской, 3 датчика поверхности, 2 качественно сделанные боковые щетки. На них предусмотрена дополнительная кисточка, сметающая пыль. Устанавливается на фиксаторы. Рабочий блок с фиксированной рамкой. На ней имеется резиновый скребок и защита от носков. Турбощетка лепестково-щетинистая. Щетина мягкая, лепестки средней жесткости. Оба торца снимаются. Долго возиться с волосами не придется. Еще пару слов насчет док-станции. Она стандартная, с прорезиненными ножками, без кабель-канала. Адаптер с евровилкой. Переходник не понадобится. Характеристики на экране. В целом, Аками U100+ порадовал качеством сборки. К пластику и подгонке деталей претензий нет. Собрано четко. Турбощетка разбирается, лидар кликабельный. Это хорошо. Но сама конструкция устарела. Пылесос предназначен для раздельной, сухой или влажной уборки, а эффективность фиксированной рамки вызывает сомнения. Впрочем, посмотрим на результаты тестирования. Возможно, я не прав. Но сперва разберемся с управлением. Те, кто хотят немного поностальгировать, могут воспользоваться пультом управления. С его помощью можно запускать и возвращать пылесос на базу, переключать режимы, зигзаг, локальная уборка и вдоль стен, регулировать силу всасывания и баловаться джойстиком. Со смартфона, конечно, возможностей побольше, но его сначала нужно законнектить с роботом. Для этого нам понадобится фирменное приложение Akami IQ Home. После авторизации добавляем устройство Akami U100+. Вводим параметры сети, перезапускаем пылесос, зажимаем кнопки и ждем коннекта. Процесс установки занял чуть больше 3 минут и не вызвал проблем. В приложении есть справочный раздел с ответами на распространенные вопросы. Можно поставить галочку «Автообновление», чтобы не заниматься этим вручную. На карте можно выбирать уборку
уборку вокруг маячка в нужных комнатах, либо очертить зону уборки прямоугольником. Есть запретные зоны для всех типов уборки или только для влажной, а также виртуальные стены. В редакторе можно менять границы комнат, давать им названия, устанавливать для каждой из них силу всасывания, интенсивность смачивания и количество проходов – 1 или 2. Выбранные настройки отображаются на карте. При необходимости можно настроить и очередность уборки. В дополнительных настройках есть аналоговый пульт, меню управления картой, составление графика по дням недели, UI-образный режим, выбор голосового пакета. Кстати, Аками говорит по-русски без акцента. Здравствуйте, я готов к работе. Есть еще история уборок с прорисованным маршрутом. В целом приложение вполне современное, можно даже настраивать особые параметры для каждой комнаты. С Алисой пока не дружит, потому что приложение Akami IQ Home еще не добавлено в умный дом от Яндекса. Но в будущем это обещают исправить. Единственный явный недостаток – нет повышения мощности на коврах. А теперь приступаем к тестам. На темной поверхности заезжает спокойно, но даже если возникнут проблемы, датчики поверхности можно отключить в приложении. Комнату Аками сначала обходит по периметру, затем нарезает зигзагами. Как для робота с лидаром, навигация почти идеальна, действует рационально и не оставляет неубранных мест, обметает большие объекты и ножки мебели, в шторах не запутывается. Ножки сушилки в зависимости от настроения или объезжает, или перепрыгивает, но так или иначе не застревает. Проходимость порогов зависит от режима работы. Во время сухой уборки 15 и 20 мм, переезжает спокойно. Во время влажной с большим трудом. С производительностью все в порядке. Робот уверенно переезжает из комнаты в комнату, следуя составленному плану. На максималках он проработал 91 минуту. За это время очистил 82 квадратных метра. Если отведенного времени не хватает на всю уборку, пылесос возобновляет ее после подзарядки. Можете посмотреть, сколько мусора собрал Аками, катаясь по квартире. Пылесборник забит под завязку. Часть шерсти намоталась на турбощетку. У раздельных контейнеров есть и свои прелести. К примеру, во время влажной уборки пылесос работает почти бесшумно. Во время сухой уборки уровень шума в пределах 60-70 дБ. Весьма скромный показатель, особенно учитывая заявленную силу всасывания в 5000 паскалей. Однако, в ходе щелевого теста пылесос смог справиться только с 2-миллиметровой щелью, и только посередине. Либо Аками не такой мощный, как заявлено, либо дело в фиксированной рамке, но факт остается фактом. Щели обрабатывает так же, как пылесосы силой всасывания в 2-2500 паскалей. Станет ли это помехой для качественной уборки, узнаем прямо сейчас. Робот проходит загончик дважды зигзагами и вдоль стен, и на ламинате уверенно собирает любой мусор, включая крошки, хлопья и куски наполнителя. Вот они все внутри пылесборника. Мусор из углов выгребает неплохо, соринки остаются только в угловом сантиметре. С песком ситуация похуже. Робот оставляет за собой песчаный след и не подбирает его даже со второго прохода. Особенно много песка остается вдоль стен и в углах. На ковре пылесос скачет как лоурайдер. Видимо, не хватает клиренса, чтобы проехать через крупный мусор. При этом середину стенда Аками обработал неплохо. Но торцевые щетки явно не справляются. Обратите внимание, сколько соринок осталось вдоль стен. Такими же скачками пылесос прошелся и по среднему ковру, собрал соринки с поверхности и ничего не вытянул из глубины, что тоже говорит не в пользу высокой мощности. По итогу на ламинате и ковролинии результат более-менее. Песок собирает слабо, а на среднем ворсе справляется так же, как и менее мощные аналоги. Теперь заменим этот забитый мусором пылесборник на красивый модуль для влажной уборки и посмотрим, как Akami U100 Plus сможет помыть полы. Кстати, сейчас просто идеальный момент, чтобы прожать лайк и подписку. Поторопитесь, робот уже начал махать своими щетками. Все, теперь смотрим, как отмывает кофе. Первый цикл откатал впустую, потому что салфетка еще не промокла. Со второго начал отмывать, но чтобы привести стенд в порядок, понадобилось 8 проходов. И то получилось так себе, отмыта только середина. С пятнами сока Аками справился получше, потому что начинал уже со смоченной салфеткой. За 6 проходов отмыл почти все, кроме зон вдоль плинтуса. На комбинированную уборку пылесос не способен, потому что не втягивает мусор во время влажной уборки. Из плюсов могу отметить, что UI-образный режим работает даже на небольшом пространстве. У конкурентов с этим бывают проблемы. Ну и практически неограниченную производительность. Минутка математики на канале Быстроват. Пылесос помыл квартиру за 23 минуты и при этом потратил всего 13% заряда и 70 мл жидкости. Учитывая, что он отправляется на док-станцию, когда заряд падает до 20%, а в бак вмещается 300 мл
мл жидкости, можно предположить, что с одного запуска он сможет отмыть не менее 140 квадратов, а если добавить воды, то и все 200. И это с максимальной интенсивностью смачивания. Но пора подвести итоги. В ходе тестирования нам удалось выяснить, что плюс в названии модели означает ничего. У робота нет самоочистки и каких-то особых выдающихся функций, кроме настройки уборки в каждой комнате. Пылесос хорошо собран и производит впечатление надежности. Не зря же на него дают официальную гарантию с обслуживанием в России. Турбощетка разбирается, благодаря чему обслуживание занимает немного времени. Навигация реализована качественно. Аками уверенно ориентируется в многокомнатных помещениях, не оставляет необработанных мест. По поводу повышенной силы всасывания не стоит питать иллюзий. Либо это маркетинговый ход, либо ее потенциал не раскрывается из-за устаревшей конструкции рабочего блока. Но нужно отдать пылесосу должное. Он качественно собирает мусор на ламинате, а в отдельном рабочем цикле может даже вытереть полы салфеткой. По системе оценки Best Robot Аками U100 Plus набрал 42 балла и уверенно занял 39 место в all-time рейтинге. Но все-таки решение о покупке этого робота предлагаю каждому принять самостоятельно. Напишите в комментариях, готовы ли заплатить за Аками от 40 до 50 тысяч рублей. На этом у меня все. Не забывайте поддержать ролик лайками и подпиской. И заглядывайте в телеграм-канал, где я выкладываю всякие вкусняшки из мира роботов-пылесосов. А пока и до новых встреч!